девчонки, приступим. Смотрите, буду вязать я белый верх, красный низ, беленький. Постараюсь, чтобы было видно. Ну, нам еще, знаете, что нужно будет? Нам нужно будет вот таких 4 отрезка, маркеры. Почему таких? Потому что это удобненько, как бы перекидываем и все. Вот таких сейчас мы 4 штучки отрежем. Раз, два, три, 4. Да? Приготовим. Вот. Приготовим. Приготовили. Так, сюда положили рядышком. Пока это убрали, берем нашу... Ну, из чего вы там будете вязать вверх, вы там сами решайте вашу цветовую гамму. Вот. У меня будет беленький верх. Начинаем мы с воздушной петли. Вот этот хвостик давайте побольше оставим, потому что мы потом за него будем крепиться. Вязать мы будем по кругу. Так, делаем воздушную петлю. Как я это делаю, показываю медленно. Вот так. Просто вот так. Потом здесь держу и делаю петлю. Вот эту петлю я тоже считаю. Сильно не затягиваю, я ее считаю. Так просто получается аккуратненько. Вот. Мы считаем 1, 2, 3 и так далее. Сильно не затягивайте, не надо нам затягивать. Ручки у нас пусть отдыхают. Мы вяжем и получаем удовольствие. Просто следите, чтобы это было ровненько, одинаково. Делаем мы 42. По нашему описанию, как я вот вначале показывала, вот эту, помните, безумную схемку. На самом деле она не безумная, она очень простая, упрощенная. Делаем 42 воздушные петли. 42, смотрите, вот мы сделали цепочечку из 42. Вот теперь мы ее ровненько вот так складываем. Будем вязать по кругу. Сюда вот в нашу вот в эту петлю. Просто соединительным столб, такой петлей соединительной сразу мы соединяемся. Делаем мы цепочку из 2 воздушных петель. Будем ее считать за петлю, то есть за столбик. Она у нас считается как столбик. Мы ее будем считать. Дальше. Давайте я вот так схемку положу, чтобы вам было понятнее. Вот так, да, смотрите, дальше мы идем 3. Вот это будет наше начало. Вот оно, я специально обозначила. Вот оно, это наше начало. Пойдем мы в эту сторону. Вот так будем мы вязать. Вот так. Поэтому мы вяжем 3 столбика. То есть этот мы считаем уже 1 с накидом. Не забывайте. С накидом делаем накид. 1, 2 уже точнее. И 3. Вот так. Ручки отдыхают, не напрягаются. Так, следующее, смотрите, у нас регланная линия. Сразу же. Что мы делаем? Смотрите. Мы делаем 1 столбик. Сюда мы будем делать в эту регланную линию сразу 3 столбика. То есть прибавка. Мы сделали 1 столбик. Берем нашу ниточку. Прокладываем поверх рабочей нити. И сюда же делаем еще 1 столбик. И еще 1 столбик. То есть 3 столбика в одну петлю. Сделали вот так. Хотя, ну, для тех, кто уже вяжет, не обязательно делать этот маркер. Почему? Потому что здесь эти прибавки 3, их видно. Но давайте сделаем. А потом вы уже поймете принцип и будете уже без этих ниточек. Дальше, смотрите, у нас идет рукав уже 4. Сейчас я здесь подпишу, что это рукав. Это рукав. И это второй рукав. Идем по кругу. Правильно же мы? Мы идем по часовой стрелочке. 4 столбика на рукав. Делаем. Не торопимся никуда. 1, 2, 3 и 4. Рукав мы сделали. Дальше у нас идет по схеме опять регланная линия. Опять сюда мы будем делать 3 столбика в одну петлю. Мы делаем одну петлю. Вот она у нас. Берем следующий маркер.
перекидываем опять его поверх рабочей нити. И сейчас ниточку. И также еще 2 столбика мы делаем. В эту же петлю, в эту же. Видите, внимательно, в эту же. Не торопитесь. Раз, и сюда же еще одно. Итого у нас из одной 3 получилось. Вот так. Вот, видите? И идем дальше. Дальше у нас 24 столбика. До следующей регланной линии мы вяжем 24 столбика. Я надеюсь, вы это провяжете самостоятельно, потому что ничего в этом сложного нету. Главное, считайте. Раз, два, внимательно, ничего не пропускайте. Да? И встретимся уже вот около этой регланной линии. Дошли мы, смотрите, вот до нашей регланной линии, вот сюда. Делаем один столбик. Перевешиваем вот такой маркер. По большей части я, конечно, это делаю для вас, чтобы вам это было наглядно видно и понятно. Когда вы уже один раз провяжете, вы поймете, как это работает, для чего это нужно, и вам так будет уже проще. Так, одну мы сделали в регланную линию, второй столбик и третий. Вот. Дальше 4 столбика рукава. Раз, два, три и 4. Вот. Видите, делаем еще одну регланную линию, один столбик. Объясню, может быть, для тех, кому непонятно, кто первый раз это делает, объясняю, почему мы делаем сюда 3. Объясняю. 1 это у нас прибавка на рукав. Второй столбик это у нас сама регланная линия. Третий столбик это прибавка на перед, ну или же на спинку. Это вот так выглядит. Почему? Отвечаю на вопрос, может быть, у кого-то возникнет, почему 3. Вот. Первое мы сделали прибавку. Раз, два, три, 4. Это на рукав. Второй столбик мы делаем, это сама регланная линия у нас. И третий это прибавка на перед, в данном случае на сюда, на грудь. И вот видите, у нас как раз остается раз, два, три. Наши. Раз, два, три. 3 столбика. И делаем 3. Все у нас сошлось. Все у нас ровненько, как нужно. Ничего лишнего и никакой недостачи. Все у нас замечательно. Теперь смотрите, покажу, что мы делаем дальше. Вот это наши 2 воздушные петли, с которых мы начинали, и которые мы считаем за столбик. Мы соединяемся не сюда, а вот раз петля подъема, 2 петля. И прям вот в эту петлю мы делаем соединительную петлю, подтягиваем ее. Вот видите, вот так это должно выглядеть. И опять делаем раз и 2 петли. Вот так. Поэтому у нас она как бы не так будет сильно ее видно, не так выражена. Ровненько, без нахлестов и без ничего. Второй ряд мы продолжаем следующим образом. Накид и вот сюда. Вот посмотрите внимательно. Сейчас я вам постараюсь ее как бы прям... Ой, тихо, сейчас все упадет. Показать. Вот сюда мы в наш столбик соединились. И сразу же идет вот она петля. Вот сразу. Вот с нее мы начинаем. Только мы ее считаем уже 2. Видите, у нас раз, 2. Делаем 3 и 4, потому что мы же уже одну прибавку в предыдущем ряду сделали, значит у нас на одну петлю больше. Дошли мы вот до нашего маркера, вот она петля, видите? Сюда мы опять провязываем 3. Но опять-таки же раз, перекидываем поверх рабочей нити, сюда же опять 2 и 3. Все. Дальше все аналогично у нас повторяется. Идем до следующего маркера. Раз. Можете считать, можете не считать. 2, 3, 4
5 и 6. В каждом ряду у нас будет прибавляться по 2 петли, 2 после каждой вот нашей регланной линии по 2. Поэтому хочу вот здесь вам расписать. Смотрите, начали мы с 4. Следующим это рукав. Следующий у нас будет 6, потом 8, потом 10, 12, 14, 16 и 18. И на этом мы остановимся. Вот так вот. Видите? И опять-таки же, опять перекладываем мы наш маркер. Просто когда я же говорю, если бы я вязала сама для себя, я уже вижу, где вот эти вот 3 петли, вот они, 3 петли, и в какой из них нужно делать прибавку. Но так как я снимаю видео для вас и показываю, чтобы было видно, поэтому делаем маркер. Значит, так, подождите, это мы не перекладываем. Мы делаем один столбик сначала, прибавку, потом мы перекладываем маркер. Ой, вот так. И делаем еще 2 столбика. То есть саму регланную линию и прибавка на спинку. Вот так. Все. Ничего сложного в этом нету. Дальше опять мы вяжем. Вы можете уже как бы не считать, не просчитывать. Если у вас первый ряд сошелся, все сделано правильно, маркеры висят. Все, дальше можно не считать. Единственное, что, смотрите, у нас как будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 рядов. У нас 7 вот таких вот. Вот видите, ряды, их тоже видно. 1, 2, их будет 7 таких. Вот, поэтому продолжаем вязать. Можно сесть удобненько около телевизора и наслаждаться. Все. Уже пока ничего не считать, только считать ряды. И делать вот такие вот, как бы не забывать прибавления и маркер перекидывать в тех местах, где нужно. Сейчас я с вами довяжу еще вот этот один ряд. Пройду еще те 2 регланные линии, чтобы мы как бы закрепились с вами, чтобы уже я удостоверилась, что вам точно все понятно. Если вдруг все-таки возникнут у вас какие-то вопросы и опять-таки непонятно, вы просто сначала видео включите или отмотаете до того момента, где вот прибавки начались, перекладывание вот этого маркера, этой ниточки началось. И опять-таки же все посмотрите еще раз внимательно. Вот. А так вот как бы стараюсь сделать максимально понятно, чтобы вам было. Если вдруг какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите мне в комментариях. Я всегда с удовольствием отвечаю. Я не ленюсь вот, на все вопросы. Поэтому, вот видите, мы с вами дошли до нашего маркера. Ой, спиночку мы провязали с вами, пока разговаривали разговоры. Вот, теперь мы делаем один столбик, то есть прибавку одну мы делаем. Перекидываем, видите, перекидываем маркер. Сюда же, в эту петлю. Вот видите, откуда маркер? Сюда же мы делаем еще один столбик, это регланная линия, и еще один, это прибавка уже на рукавчик. Вот, видите, все удобненько. Единственное, что я жалею, наверное, что я взяла вот эту красную ниточку, надо было мне все-таки взять какую-то хэбэшку. Я боюсь, наверное, что когда я сниму ее с белой нитки, следы от нее останутся. Ну, да ладно, бог с ним. Главное, чтобы вам было все видно и понятно. Вот, доходим мы еще до одной регланной линии. Видите? Вот, последний раз я вам показываю, вот где мы делали, видите, петелька. Все видно, все замечательно. Одну мы делаем, это прибавка на рукавчик. Вот сюда на рукавчик. Перекидываем маркер. Не забывайте поверх рабочей нити. И еще делаем 2 столбика в эту же петлю. Раз, это сам реглан. И прибавочка наперед. Вот так. Вот. Выглядит как бы, если бы я положила, конечно, если бы я не для собаки вязала, был бы квадратик. Ну, у нас непонятная фигура. Вот. И тут у нас остается 4 наши
после предыдущей прибавки уже 4. Вот 2, 3 и 4. Все. Видите? Еще раз прилипло, покажу. Наши 2 столбика, ну, точнее, 2 воздушные петли. Раз, 2. Вот прямо во вторую, в центр. Только не путайте, ради бога. Вот с этой петлей, вот это у нас уже сюда будет второй столбик идти. Вот сюда. Вот так. Просто соединительная петля. Вот так. Вот видите? И 2 столбика. Ой, 2 воздушные петли. Раз и 2. Все. Следующий столбик вы прям вот с этой петли и начинаете. Считайте его 2. Раз, потому что это наши были воздушные вот эти петельки. Это 2. И все. И так дальше вы едете ряд за рядом. Опять до маркера доходите. И опять туда же 3 делаете. Все. Ничего сложного нету. Здесь у нас это все увеличивается. То есть рукавчик, спинка, все у нас увеличится. Вот. А потом мы будем, видите, вот так у нас это будет выглядеть. Вот видите, как это выглядит. Вот. Их видно, вот эти прибавочки, вот они аккуратненько с этой стороны и с этой стороны они вот идут. Видите, потом мы это все здесь соединим и поедем дальше. Вот. Здесь он тоже так же получилось. Вот смотрите, я вам по рядам просто покажу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вот они, 7 наших рядов, 7 наших прибавок. Вот так. Так что давайте вяжем с вами и встретимся уже, когда мы сделаем все прибавочки. Дойдем до 18, цифра 18. Но не забывайте 18, а в итоге у нас получится 20. Я вам потом покажу почему. Потому что 18 у нас будут вот так. Мы считаем 18 отсюда до сюда. А вот эти прибавки еще, которые будут, итого у нас будет 20. Вот. Самое главное, вы перекладываете маркер. Если вы вдруг взяли коротенькие ниточки, не переживайте, вы прямо так можете их подтягивать и дальше опять перекладывать. Вот. Но сильно большие тоже не берите, чтобы они нам тут много, в общем-то, не мешались. Вот. Сюда мы потом прикрепимся, не забывайте, за этот хвостик, и пойдем резиночку вязать. Вот. Так что давайте встречаемся в конце прибавок всех. Так, вот смотрите, что получилось у меня. Я вот закончила. Вот такие вот лучики от маркера. Сделала я вот здесь соединительную. Теперь мы один ряд, вот этот вот один ряд, соединим рукава. Мы провяжем еще вот этой ниточкой. В моем случае белая, в вашем не знаю какая. Давайте, значит, смотрите, как мы будем это делать. Делаем 2 воздушные и опять же вот в эту петлю, и получается мы считаем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Да, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь мы вот эту тоже мы провязываем. Это 11 наша. И дальше следующим образом, смотрите, отсюда вот мы взяли одну петлю и прикладываем вот так. И сюда же, где здесь маркер был. Вот так. Все. Вот у нас рукавчик сформировался. Вот так вот это будет наш рукав. И продолжаем дальше до следующей регланной линии. Потихоньку добираемся. И заодно просчитываем. Провязала я спинку. Смотрите, у меня получилось 40. 40. Вот опять до этого маркера. Опять же мы делаем накид, не забывайте. И прикладываем вот сюда. И продолжаем вязание. Предлагаю вам сделать что? Давайте еще один рядочек, конечно, если у вас позволяют ниточки. Еще один рядочек мы провяжем и просчитаем все петли.
У нас что должно получиться? Смотрите, я тут нарисовала. У нас получилось 11 на одной полочке, ну, с одной стороны переда. 18 мы не считаем, мы считаем только вот это. Что у нас остается, как бы, что мы вязать идем дальше. Спинка у нас идет 40. И еще одна полочка перед 11. Итого у нас получилось 62 сейчас. А в дальнейшем мы потом где-нибудь вот здесь вот где-то уберем одну петлю отсюда провяжем, чтобы немножечко узенько было, потому что все-таки грудка у них пошире, чем вот здесь вот. Но опять-таки же вам на будущее как совет, сильно вот здесь не зауживайте, потому что потом тяжело будет это одеваться. Вот. Так что один рядочек давайте свяжем и поменяем ниточку потом. Покажу вам, как проходить вот эту вот, то, что мы соединили здесь по рукавчикам. Вот мы, смотрите, подходим. Делаем прям, ну, прям петля в петлю, как бы ничего сложного, вот. И дальше также мы продолжаем. Вот так, видите, и идем. Заодно не забывайте просчитывать. Вот у меня 53, вот, 54, 55. Ну и так далее. Вот вы дойдете до конца, вяжете и просчитываете. Вот. У меня как и нужно, вот получилось 62, как мы рассчитывали. Ну, это, в принципе, не очень важно, но для успокоения души и перфекциониста, который внутри вас находится, я думаю, лишним не будет. Это, знаете, для чего так, знаете, самоконтроль. Если у вас все сошлось, значит, все мы делаем правильно. Потом вы уже самостоятельно сможете рассчитать и понять все, как, то есть, все будет у вас как нужно. Если сходятся все петельки, значит, все правильно делаете. И так просто легче, удобнее. И не надо заморачиваться, где я что-то убавила, не прибавила и еще что-то. Теперь смотрите дальше. Нам нужно поменять цвет. Мы вот эту соединительную делаем другим уже цветом. Берем другой цвет. Вот. Ну, пусть хвостик будет вот такой. И соединительную петлю мы уже делаем другого цвета. Делаем 2 воздушные, все подтягиваем, укладываем сюда. Вот их, видите, сейчас я отрежу беленькую, она нам уже тоже не нужна. Ой, левой рукой неудобно, но вот. Прокладываем и сразу, чтобы не оставались никаких хвостиков, сразу ввязываем. Не забывайте, что мы этот считаем. Петли подъема, они у нас считаются за столбик. И можно уже дальше продолжать спокойно, не считая, сесть удобненько около телевизора и спокойненько получать удовольствие. Сейчас просто вот эти кончики вяжутся, я вам расскажу, сколько мы вяжем дальше. Все вы можете, если вы вяжете своим питомцем, вы, конечно же, легко можете это примерить. Это не спицы, это крючок, петельку вытянул и померил нашему другу спокойно. Вот. Со спицами, конечно, это проблематичнее. Но вот, теперь что? Теперь мы можем снять наши торжественно вот эти маркеры. Ура! Та-да-да-дам! Ну, кто хочет, может оставить, так тоже красиво. Вот. И вот что у нас, видите, все аккуратненько, все красивенько. У нас все ровненько и получилось. Вот. Теперь мы вяжем. Давайте мы провяжем. Сейчас я вам скажу. 1, 2, 3, 4, 5 рядов мы провяжем. Нет, давайте провяжем 4 ряда. В 5-м ряду мы сделаем убавочки. Я покажу, где и как. И дальше будем определяться мы с полом собачки. Хорошо? Потому что я-то вяжу, у меня-то девочка. Вдруг, если у вас мальчик, я просто объясню дальнейшие действия. Так, смотрите, в общем, 4 ряда. 1, 2, 3, 4 провязали мы. Теперь нам надо сделать убавочки. Провязываем. Вот эту тоже считаем. 1, 2, 8 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7,
8. Вот 8 мы провязали. Теперь мы сделаем убавку. Делаем так, смотрите, столбик не довязываем до конца. И в следующий столбик не довязываем до конца. Вот так у нас 3. И делаем одну. Вот так мы сделали убавочку. На этом конце, когда сейчас довяжем, не довязывая 8, точнее 10, мы тоже сделаем. Да? Давайте здесь, не довязывая до конца 10, мы встречаемся. Вот 10 я не довязала. Прям по этим посчитайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот эти 2 мы уберем. Точно так же опять не довязываем до конца столбик. Не довязываем. Вот. И провязываем. Так мы сделали убавку. И 8 провязываем столбиков. Теперь в следующем ряду нам надо сделать то же самое. Также 8 отсчитываем, 10 не довязываем. В общем, ту же самую манипуляцию еще раз надо проделать на этом самом же месте. И мы уже будем потом переходить к половой принадлежности. Вот, потому что там у мальчиков, у девочек чуть-чуть по-разному вяжется. Я объясню как, смотря у кого кто. Да? Давайте еще один рядочек. Ту же самую манипуляцию мы проделаем и встречаемся. Так, смотрите, вот сделали мы вот здесь убавочки. Их как бы не видно. Ну, это, конечно, хорошо, что их не видно, но оно сузилось. Вот видите, вот как бы на камере видно. Вот так. Вот. А теперь рассказываю для мальчиков. Для мальчиков нам нужно вот эту часть связать покороче. Сейчас мы вот где-то вот здесь вот. Это для девочек хорошо, для мальчиков это не нужно. Поэтому у них вот это расстояние, вот здесь мы будем, которое, откуда начнем делать короткие ряды, будет уже. И вот здесь по-другому. Сейчас рассказываю я для мальчиков, как должны поступить девочки, хозяюшки, у кого кто вяжет для мальчиков. Смотрите, в нашем случае это вот так. Сейчас я распущу вот эту цепочечку, сейчас объясню почему. И мы проходим вот сюда. Раз, 6 петель, вот так воздушными, смотрите. 2, не затягивайте, вот так. Перебираемся просто. 3, 4, видите, 5 и 6. Сейчас мы посчитаем, сколько у нас, да, получилось. Вот просто нам надо сместиться просто. Отсюда мы начинаем, делаем столбик с воздушных петель, и точно так же мы будем теперь вязать по кругу, по кругу, по кругу, но здесь мы не довяжем вот до нашей вот этой центральной петли, мы не довяжем, вот она, 6 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть вот здесь мы остановимся, развернемся, и отсюда мы будем вязать поворотными рядами. Но мало того, что поворотными, то есть, ну, для мальчика, как бы, как я говорю, это нужно сделать. У нас вот это расстояние, вот это, сейчас я вам покажу, вот это, вот это должно быть больше. Здесь я закрывала 3, с каждой стороны по 3. Вам нужно будет закрывать, ну, будет достаточно по 2. То есть, и вот это тогда, вот это вот расстояние увеличится тогда. Вот. Сейчас я провяжу, давайте так сделаем. Я вам покажу несколько убавок, потом распущу, и мы будем вязать для девчонок дальше. Девчонки, у кого девчонки, те пока пойдите чай попейте, кофе. Вот. Мы работаем с теми, у кого мальчишки. Покажу им сначала, а потом мы встретимся и с вами закончим. Так, сейчас мы вяжем то вот сюда, чтобы не довязываем 6 петель. Вот смотрите, 6 я не довязала. Вот от середки, видите, вот от середки у нас получается 6 туда мы начали и 6 не довязали. Вот это вот расстояние. Потом она у нас еще обвяжется резиночкой. Не забывайте, делайте на это, когда будете замерять, сколько вам, докуда вам надо, где нужно остановиться. Не забывайте, что у вас еще будет резиночка, чтобы
Ну, как бы, вы поняли меня. Раз, два, не испортить резиночку. Два, мы делаем петли подъема, разворачиваемся. А теперь поступаем мы следующим образом. Вот, если будет 3 уже, да, вот сюда смотрите сразу. Сразу. У меня отсвечивает так моя экран, да. Вот, вот сюда. Отсюда мы начинаем, делаем следующим образом. Не довязываем. Следующую не довязываем. И убираем. Да? Так мы будем делать. И так мы будем делать в каждом ряду. В начале и в конце. То есть у вас оно будет как бы не так, такой угол, не такой крутой угол будет, как нам нужно для девочек это сделать. То есть более постепенно это будет идти у мальчиков. Единственное, что я вам сейчас просто покажу, как это в конце тоже нужно будет сделать. Смотрите, дошли мы до конца ряда. Сейчас я вот эту распущу, чтобы вам как бы, ну, наглядно было видно. Вот так, да? Дошли вот мы до конца ряда. Доходим, не довязываем до конца 2 петли. Вот она раз, вот она два. Вот видите? Вот они. Мы их делаем точно так же. Провязываем. То есть раз, не довязываем до конца, и два. И потом все вместе. Мы поворачиваемся. И точно так же, как мы начинали этот ряд. Опять-таки же. Опять мы делаем сюда и сюда. Вот так, следующую. 3 провязываем и так до конца. И вот у вас получается вот этот вот скос. Вы вяжете до тех пор, сейчас так сложу, до тех пор, пока не будет достигнута нужная длина. Длина вот отсюда. Помните, мы резинку не учитываем, но вот так, да, я сейчас положу вот так, смотрите, но вот эту резинку мы не учитываем, но мы учитываем эту резинку. Не забывайте, что здесь будет резинка. Ой, резинка. Значит, если вам нужно, как бы вы запланировали себе 25 провязать, значит, вы провязываете с учетом резинки, сколько там, 2-3 сантиметра, минус делаете, и вот этот, значит, скос вы, и как бы хорош, закончили. Вот. Потом ждете нас, девчонок, и мы вместе вяжем резинку. Вот так вот. Вот, мы, девчонки, вяжем по-другому. Ну, вот сейчас с мальчишками мы закончим. В общем, так как бы понятно. Видите, оно уже как бы на скосик так идет. Вот. Постепенно вы дойдете. Вот, нам, девчонкам, нужно это все сделать по-другому. Значит, распускаю и показываю, как для девочек. Для девочек, во-первых, ну, в принципе, наверное, вот это можно оставить. Пусть будет точно так же 6 и 6. Да? Тогда мы так быстро... нет, нам надо, девчонки, нет. Мы это все распускаем. Все правильно. Вот, это я распускаю. С мальчишками мы разобрались. С девчонками возвращаюсь сюда. Вот на наше соединение. Сейчас я сделаю вот соединительную. Все, мальчишки пусть там себе вяжут, как им надо. Девчонки делаем. Мы продолжаем вязать. Нам это коротко. Нам вот это нужно связать подлиннее. Видите, вот здесь вот эту часть. Вот. Вот. Ну, у меня сейчас я лучше померяю. Вот так вот. Вот так вот. У меня она получилась вот отсюда. Видите, отсюда получилось 17 сантиметров. Вы можете сделать точно так же. Меня, в принципе, этот размер вполне устраивает. Вот вы видели видео, как она на моей собачке сидит. Вы смотрите сами, как вот уже подгоняете этот момент, потому что собачки у всех разные. У кого-то толстенькие, у кого-то худенькие. Вот у меня, например, какой-то дрищ худая, как мы говорим на нее, элегантная. Ну вот, как бы вот так, да? Так что у меня получилось здесь, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 у нас есть с вами. Еще 4 ряда нам осталось с вами провязать. И мы будем делать вот такой же скос, как у мальчишек, только немножечко круче. Ну, мы круче возьмем.
Убавки мы будем делать, чтобы вот этот скос у нас получился короче. Вот. Так что давайте через 4 ряда, чтобы у нас здесь было 10 рядов, мы с вами встречаемся. Так, вот провязали мы 10 рядов с вами. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот. Теперь точно так же, как мы делали у мальчиков, только мы делаем 8 сюда. Сдвигаем вот такими соединительными петлями. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Мы вот сдвинулись. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь делаем также 2 воздушные петли и не довязываем здесь 8, чтобы у нас вот так вот, где мы тут остановились, вот так вот. Давайте и на этом этапе вот здесь вот мы с вами встретимся потом. Вот 8 мы не довязали, 8 здесь мы сместились, и здесь не довязали. Вот такое у нас расстояние получилось. Теперь мы делаем 2 воздушные петли, поворачиваемся. И смотрите, что следующим образом делаем накид. Накид, и не вот в эту, как бы мы должны были начать, не сюда, в следующую. Мы делаем 1, делаем 2, вот так вот, и одной провязываем. И теперь до конца ряда, до конца ряда мы не довязываем 3 петли. И там мы точно так же уберем 3 петли сразу. Так, давайте встретимся в конце ряда. Вот, смотрите, мы дошли до конца, не довязываем мы 3 петли. Как они выглядят, я вам сейчас постараюсь показать. Ну, не ловит резкость, ладно. Вот смотрите, 1 петля, 2 петля и вот это 3. Вот. Я думаю, вам так вот будет как бы, ну так понятно, да? 1, 2, 3. И мы их сейчас соберем в кучу. 1 не довязываем, 2 не довязываем и 3 не довязываем. Вот, видите, что у нас получается? Теперь мы аккуратно все собираем, делаем 2 воздушные петли и поворачиваемся. Все. Вот эти манипуляции мы будем повторять в конце и в начале. Теперь смотрите, как мы делали. Не сюда, не в эту, не сюда. Должны были бы, но мы же убавляем. 1 делаю, 2 делаю. Здесь 2, потому что одну мы эту и так пропускаем. И 2 собираем. Так что у нас с каждого получается 3. 3, 3. И все. И поехали до конца опять. В конце точно так же мы 3 не довязываем, собираем в кучку, делаем 2 воздушные петли, поднимаем, поворачиваемся, и все. Вот так вот мы туда-сюда поворотными рядами, вот так как мы убавляем в каждом ряду и в конце и в начале, поэтому у нас так как бы такое крутое пике, скажем, получится. Вот не как у мальчиков. Вот у мальчиков так вот подлиннее нам надо, а у мальчиков должно быть, а мы эту длину здесь сделали. Так что давайте еще раз в конце ряда встретимся. Подходим, видите, мы к концу. Сейчас еще одну. Вот у нас, видите, получается 1, 2 и 3. Вот так вот, видите, как вот они опять наши 3. И точно так же мы в конце делаем. Не довязываем 1, не довязываем 2 и не довязываем 3. Вот. Все 1 и сразу 1, 2 делаем. Поворачиваем и делаем накид. Не в эту, нет, в следующую. Вот так. Вот видите, вот так это выглядит. Вот. И точно так же 2 мы не довязываем. Ну, то есть 2 вместе вот. Вот так, хоп. И вот так
тан-тан-тан, пойдет дальше, 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 дальше. Вот, все. Так мы продолжаем наши манипуляции, вот эти вот самые. И что хочу сказать, наверное, до такого же расстояния попробуем. Давайте, чтобы у нас осталось 16 этих же центральных петель. До этого, значит, мы убираем все. Попробуем. Я, честно говоря, не считала, сколько у меня тут. Хотя тут у меня получилось меньше. Я вам скажу, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Ага, 8. Ну, пусть будет 8. Вот так. До сюда. Давайте. Дерзайте. Что у меня получилось? Вот такое отверстие. Я не знаю, как это назвать. Ну, короче, вот так. Вот видите? А у мальчиков это получилось бы вот так. Но длиннее. Ну, длиннее у нас так. Потому что у них отсюда начиналось. У них вот здесь было короче. И как раз, ну, вот на такую длину они бы и вышли. Ну, выйдут, дай бог. Вот. Вот так получилось. Вот так у меня осталось. На этой стороне, видите, я сюда довязала. Здесь сделала в конце 3 последние убавки. Вот здесь это. И сделала воздушные петли. И, наверное, я так отсюда и пойду обвязывать резинку. Вы можете, ну, в принципе, можно и так оставить. Итак, все аккуратненько. Может быть, просто там без этими провязать. Вот. Потому что я как бы вас не предупредила, но я, честно говоря, и сама не поняла, не знала. Теперь я уже поняла и знаю. Предупреждаю, что вязанием крючком, особенно столбиками без... Ой, с накидами столбиками, уходит пряжи больше в 2 раза, чем бы мы вязали спицами. Вот спицами у меня пряжи было в 2 раза меньше. У меня получилось еще, осталось еще и на второй. В общем, как-то вот так. Двойной расход. Получается крючком двойной расход. Вот. Поэтому надо осваивать, девочки, и крючок, и спицы, чтобы вязать и так, и сяк. Вот. Ну, что будем делать? Как вы решаете? Если мы сделаем... Ну, вот белых ниток у меня вообще как бы не осталось. Тут как бы не стоит связываться, честно говоря. Ну, потому что здесь резинку нужно, здесь резинку нужно. Как ни крути. Вот. Нужно чем-то обвязывать. Поэтому я сделаю таким образом. Я здесь сейчас просто обвяжу столбиками без накида. Для этого мы одну распускаем, делаем одну петлю подъема. Просто так, для красоты, как бы, чтобы у нас такой образ, скажем, был законченный. Просто вот так красиво, как бы, мы обвязываем. Вот. У вас, если остается пряжа, тогда вы можете сделать резиночку. Резиночку я вам сейчас покажу. Ой, видите, привычка. Резиночку я вам покажу сейчас, как делать, но покажу на других частях. Вот, я здесь делаю просто вот так. Сейчас я доделаю, и мы с вами встретимся. Смотрите, вот я сделала просто такую вот, обвязала кромочкой. Я еще не мерила, не знаю, как это будет смотреться, но главное, чтобы это было вот так вот ровненько. Может быть, так оно и лучше. Не знаю, я такие еще не вязала, поэтому ничего сказать не могу. Вот это надо убрать. Вот. Дальше резинку. Давайте вот наверху я начну белым. Когда белый у меня кончится, маленький, я буду вязать красным. Но что нам для этого нужно? Нам для этого нужно соединиться. Вот здесь, помните, я вам говорила, вот мы соединились этим хвостиком. Теперь мы делаем, как обычно, 2 воздушные петли. Вот, смотрите, только вот сюда. Потому что вот эта петля нам уже нужна будет. Поэтому вот откуда ниточка прям идет, делаем наши вот так 2 воздушные. И еще один ряд. Вот что я вам хочу сказать. Считайте, можете поменьше сделать немножко. Все-таки это резинка. Сделать один ряд столбиками с накидом. Ну, это как бы начальный ряд для резинки. Потом мы будем делать
естественно, уже саму резинку. Поэтому надо сделать, чтобы так, чтобы у нас было, получилось четное количество. Вот это, не забывайте, вот это тоже подъемы воздушные считать. И поэтому вот так давайте до конца ряда. Считайте. И встретимся вот здесь. Пока мне клубочек позволяет, буду вязать белой ниточкой, хотя он весь идет уже у меня в этих узелочках, но неважно. В общем, смотрите, провязали мы один ряд, просчитали четное количество у нас. Ну, сильно зауживать я вам не советую, потому что потом тогда голова нашего животного не пролезет. Так, соединяемся. Да, вот мы делаем соединительную. Ну, у меня тут такая дырочка. Ну, скажем так, и пусть. Так, две воздушные подъема. Теперь смотрите, это мы не считаем. Начинаем так. Вот так мы обнимаем наш столбик. Вот так вот прям берем его вот так. И провязываем столбик. Это лицевой. Теперь делаем накид. И вот так назад, смотрите. Хоп, выворачиваем его. И отсюда провязываем столбик. То есть это лицевые и изнаночные столбики. Вот. Опять. Теперь у нас лицевой идет с этой стороны. Провязываем. Вот так. Видите, у нас один туда, один сюда, наверх, один вниз. Получается, теперь назад выворачиваем. Вот следующий, вот этот. Оп, его назад. И вот так мы будем вязать по кругу. Один лицевой, один изнаночный. Вот этот лицевой. Ой, вот так, столбик, да? Ну, вообще, как бы, лучше было бы, если бы прям потуже, но ага, у меня, я вам показываю, я специально так, как бы, надо широко сделать, и потуже у меня не получается. Если у вас получится потуже, вяжите потуже. Вот, теперь у нас изнаночная. Мы назад выворачиваем, вытаскиваем и провязываем столбик такой же. Еще раз медленно, лицевой, смотрите, прям весь столбик. Ну, девочки, это опять же для тех, кто это не умеет, кто это не знает. Те, кто знает, прям, ну вот смело пропускайте и вперед, значит, резиночку, какая вам нравится. Поэтому я показываю для тех девчонок, кто не умеет. Это был у нас лицевой, теперь изнаночный. Вот так его назад. Хоп. И вот так провязываем. Просто нужно порепетировать. Вот. Сейчас, если у меня хватит ниточек, я вам покажу. Давайте вот здесь встречаемся, так и вяжем одно лицо, одно изнанка. И я хочу просто еще один ряд вам показать, а там количество рядов вы уже сами себе определите, какое вы хотите связать. Смотрите, дошла до конца ряда я. Вот последняя у меня тоже лицевая вот получилась. Первая лицевая, а вот это наша соединительная. Как раз так, как нужно. Все получилось. Вот делаю я соединение. 2 воздушные петли подъема. И в том же темпе, вальса лицо, изнанка. Там, где лицо, там, где изнанка. И вот так мы двигаемся. Ой, да, здесь же был узелок. Вот. Движемся к нашей, так сказать, цели. Сейчас ножки налетели. Так. Только бы ничего не напутать. Вот где лицо, там лицо. Где изнанка, там изнанка. Вот. И все. Ничего как бы дальше сложного. Сколько вы хотите, сколько вы считаете нужным. 2, 3, 10 минут с подворотом. Ну, я думаю, что здесь с подворотом это, ну, как бы несерьезно. Резинка сама по себе и так толстая. Еще этот подворот, как бы, ну, будет неуместен. Я думаю, что 3 ряда будет достаточно. То есть вот этот ряд, который я сейчас вяжу, и еще один. Ну, по крайней мере, здесь у меня так вот. Вот 1, 2, 3. Ну, и один ряд как бы установочный, этот, который мы вязали, я его не считаю.
вот 3 ряда самой резинки. Вот, давайте вяжите, и мы с вами встретимся вот здесь. Ну, здесь, господи, здесь то же самое, та же самая резинка. Ну, покажу, как мы будем присоединяться. Тоже так же контрольный ряд мы сделаем и такую же резинку. Но я, скорее всего, мне белого точно не хватит. Я буду обвязывать красным. Вот, красный у меня остался. Но здесь надо все равно, мне кажется, что-то надвязать, потому что будет некрасиво. Вот. Давайте это закончим и встретимся. Представляете, не хватило мне еще один ряд закончить. Прям буквально 4 этих. В общем, распустила я, оставила так. Вот у меня вот такая вот небольшая стоечка. Так, теперь надо закончить нам с рукавами. Давайте. Находим мы вот петельку какую-нибудь. Ну, вот так, посередке. Которая посередке. Посередке. Вот она. Да, вот она. Мы к ней прикрепляемся. Раз, два. Вот этот. Раз, два. Да? Ну, здесь можно еще одну сделать, потому как... Так, и точно так же мы делаем контрольный по кругу. Ну, сильно не размахивайте. У нас здесь было 18. Ну, можно еще 2 прибавить, 20. И будет достаточно. Вот. Точно так же мы провяжем сначала контрольный ряд. Вот. А потом уже мы будем делать... вот эту надо пропустить сразу. Я почему-то всегда их прячу. Вот. 2. Вот уже считайте 2 даже. Вот у нас так. И вот здесь вот так же, вот в каждую. Но вот здесь я не хочу, чтобы у меня было. Просто будет столбик, но петли не будет. Потому что это много. Поэтому я сделаю вот так. Вот так соберу в кучку. Как бы вот так, да. Только бы не забыть потом про это, что я так сделала. Вот, обязательно надо считать. Вот мы считаем, да? Раз, два, три, 4. Это мы за один считаем. 5 и так далее. Но я почему говорю считать? Во-первых, чтобы с рукавами одинаково у нас было. Во-первых. Во-вторых, чтобы четное у нас было число. Поэтому надо считать. Так, давайте считайте. И я считаю. И здесь с вами в конце встретимся. Так, вот смотрите, я соединилась. Получилось у меня четное количество. Самое главное для резинки. Для резинки. Теперь вот, ну, я сделала соединительную петлю. Делаем подъема и вот так лицо. Старайтесь потуже. Теперь уже умеете лицо и изнанка. Вот так. Опять лицо. Изнанка. И так еще 3 ряда нам надо сделать. И второй рукав. И тогда у нас уже все будет готово. Вы можете здесь тоже сделать такую же резинку. Просто у меня не хватит. Я уже знаю, ну, понимаю, что у меня не хватит точно. Поэтому не буду даже браться, как бы путать ничего. А вот здесь я, конечно, здесь обязательно нужно сделать резиночку. Потому что так без рукавов совсем будет неинтересно смотреться. Ну, я так думаю. Вы уже тут, ваш полет фантазии, пусть, конечно, работает. Я вам главный принцип как бы объяснила. Дальше все в ваших руках. Ну вот, я как бы сейчас довяжу и этот рукав, и этот рукав. И померяю уже на своей собачеле. И вам тогда покажу, что у меня получилось. Так, ну, смотрите, я довязала. Как бы все-таки... перевязала, переделала. Я нашла немножко белой. Она вроде бы белая, но как бы не белая. Ну, а белого столько оттенков просто. Ну, просто другая пряжа, в принципе. Вот здесь я сделала вот так. Вот резиночкой. Можно было больше, но нормально. Вот. Вот что получилось. Вот смотрите, наша модель как бы сопротивляется опять.
Вот что получилось, девочки. Вот как я и говорила, вот чуть-чуть за хвостик, ну, это если потянуть. Вот пузико, вот здесь вот, видите, вот лапки. Поворачивайся теперь ко мне, красота моя. В общем, вот такое получилось. Вот как вам ее повернуть еще? Как вот так? Вот. Давай вот с этой стороны. Так. Ну вот. Вся испугалась, вся дрожит. В общем, не понимает, что происходит. Ну, в общем, вот так. Вот. Вот вам показываю, что действительно получилось. Вот здесь вот грудка. Просто все, это все свободненько. Все свободненько. Здесь все нормально. Ну, оно у всех так, как бы вот здесь чуть-чуть задирается. Так вот. Хотите вот это сделайте, вот это пониже. Хотите здесь поуже, сделайте поуже. Помните, я про мальчиков вам говорила. Вот здесь мальчикам покороче. Вот. А так вот попочка у нас вся закрыта. Все у нас закрыто. Все хорошо. Все. Решите все со мной. Всем пока-пока. Мам, скажи всем пока-пока. Да, подписывайтесь обязательно на мой канал. Если хотите, то вы напишите в комментариях обязательно, если нужно кому-то, ну, спицами, можно будет, я покажу, как вязать это все спицами. Вот, спицами это проще, быстрее, ну, и мне, честно говоря, нравится больше спицами. Так что всем пока-пока, жду комментариев.